Буквально вчера у Трампа была стопроцентная возможность закончить войну в Иране и сконцентрироваться на внутренних проблемах США, заняться экономикой и уже начать подготовку к выборам этой осенью. Только вместо этого он объявил о новых жестких ударах в рамках ближайших 2-3 недель. Нефть, конечно же, пошла вверх, а биткоин на этом фоне упал почти на 5%. Да, на первый взгляд может показаться, что риторика Трампа это прямая эскалация, но в среду Трамп сделал то, чего не делал с начала этой войны. Он, по сути, раскрыл все свои карты и озвучил план на ближайшие недели. Он максимально простой. Нанести удары по оставшимся военным объектам Ирана, чтобы еще больше снизить военный потенциал, не упасть в глазах партнеров с Ближнего Востока и к концу месяца вывести все корабли и самолеты из Ирана, чтобы вернуться домой и продавать это как очередную победу, для которой даже не придется проводить наземную операцию. Звучит, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь Ормузский пролив как был закрыт, так и остается, и нефть все еще выше $100. И следовательно вопросы. О какой победе вообще идет речь? Какой смысл был все это начинать? Чтобы заблокировать пролив и нефть давила на экономику? Наверное, эти вопросы сейчас в голове у каждого. А следующий не менее важный вопрос. Как и когда откроют этот пролив? Трамп прямо сказал, что Ормуз не в его компетенции, и это проблема не только США, а и Европы и по сути всех членов НАТО, которые не захотели помогать Трампу, когда он их просил. И первые успешные шаги в регулировании пролива уже делают Иран и Оман, которые составляют специальные протоколы для безопасного прохождения танкеров. Так что это получается? Война заканчивается уже в апреле, вопрос с Ормузом решается, никакого кризиса не будет, и уже сейчас можно готовиться к пампу рынков. Именно это, друзья, я сегодня и разберу, чтобы вы знали, по какому сценарию будет развиваться план Трампа, удастся ли партнерам США договориться и открыть пролив, станет ли это событие зеленым для мировой экономики и пойдет ли биткоин на уровень 76 тысяч в рамках этого восходящего торгового канала. А перед просмотром, друзья, особое внимание, поддержите видео лайком. Вы сами видите, как со всеми этими новыми условиями сложно выпускать контент такого качества, но мы с командой стараемся только благодаря вашей поддержке. Так что ставьте лайки, также подпишитесь на канал, напишите комментарий, за который можно получить $10, как этот зритель. А меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, если тезисно, что мы имеем на данный момент, получается так. Трамп готов завершать войну, в ближайшее время нанести еще несколько ударов по Ирану, чтобы отправить их, как он сказал, в каменный век, и по факту это будет финальная точка. В ближайшие 2-3 недели мы нанесем по ним мощнейший удар. Мы вернем их в каменный век, там им самое место. Под вопросом остается только пролив, судьба которого сейчас активно решается между Ираном и Оманом. Кстати, вся эта информация максимально оперативно публиковалась в нашем телеграм-канале. До выступления Трампа я разбирал статью «Политика», а потом перед отскоком рынков мои редакторы выложили информацию о разработке протоколов для прохождения танкеров, что немного снизило нефть и положительно повлияло на крипту. Так что подписывайтесь. Ведь, как я говорил, так вы ничего не пропустите, еще и заработаете на том или ином событии. Белый дом уже продает эту кампанию не как длинную войну с затяжной наземной операцией, а короткую, максимально жесткую финальную фазу. То есть принцип такой: дабы не казаться лузерами в лице партнеров с Ближнего Востока, Трамп подаст приказ побомбить некоторые военные объекты, возможно еще тот же остров Харк, электростанции, чтобы это можно было продать как победу. Ведь когда твою операцию не поддерживает 60% граждан, а ее результат это рост цен на нефть и скачок инфляции, нужны более весомые аргументы, что это все было проделано не зря. Поэтому да, Трамп уже подготавливает всех к тому, что через 2-3 недели он выйдет из Ирана, будет говорить, что теперь Тегеран не угрожает союзникам на Ближнем Востоке, по большей части Израилю, ядерной программы у них уже нет, как минимум на ближайшие 10 лет. И я большой молодец, потому что моя операция заняла всего пару месяцев, а не как Ирак целых 8 лет. Следовательно, это сильно снижает шансы начала наземной операции. Да, я понимаю, что буквально пару дней назад наземное вторжение было самым вероятным сценарием, и я сам его ожидал. Но как вы видите, условия меняются очень быстро. Но мы с вами собрались не просто, чтобы угадывать, что нас ждет дальше. Я разбираю вероятности того или иного сценария и как на этих вероятностях можно заработать. И что самое главное, я никогда не хожу из крайности в крайности. Мол, если война продолжается, биткоин будет 30 тысяч, а если через месяц Трамп объявит победу, он улетит на 150 в тот же день. Конечно же нет. И конкретно сейчас все зависит от тех вводных данных, которые нам известны. И в данной ситуации мой вывод такой. Трамп, по сути, реально выложил все карты на стол. Его план читается достаточно четко. Еще пару недель максимально мощного давления, попытка добить военную и энергетическую инфраструктуру Ирана, а дальше быстрый выход из всей этой истории. То есть через 2-3 недели он может попытаться выйти и сказать: мы сделали все, что могли, мы уничтожили ключевые возможности Ирана, мы отбросили его назад на годы, дальше это уже бесполезная американская война. И здесь самый важный сигнал — это то, что эскалации больше не будет. А это очень важно для рынков. Таким образом остается только вопрос с проливом. Тем не менее, здесь не все так плохо, как
как было пару недель назад. Иран вместе с Оманом обсуждает механизм контроля танкеров через Ормуз. Иранская сторона это подает как систему безопасного прохода, а не как полноценное закрытие маршрута. То есть чувствуете, как резко меняется общий тон. Да, нефть на этом фоне локально просела и крипторынок даже немного вырос, но особо это погоды на рынках не сыграло, хотя этот тейк очень важный. Также страны Персидского залива уже думают не только о текущем кризисе, но и о том, как же в будущем вообще снизить зависимость от Ормуза. На этом фоне обсуждаются новые маршруты и трубопроводы в обход пролива, потому что текущих обходных мощностей явно не хватает. По последним оценкам, свободная мощность саудовских и эмиратских трубопроводов, которые могут обойти Ормуз, составляет лишь около 2,6 миллионов баррелей в сутки. Это в разы меньше тех объемов, которые обычно идут через сам пролив. Проще говоря, полностью заменить Ормуз быстро, конечно же, не получится. А значит, если Иран и Оман реально продвинутся по этому протоколу, рынок воспримет это как попытку хоть немного стабилизировать главный энергетический коридор мира. И сейчас уже более 400 танкеров выстроились в очередь на прохождение пролива и ждут решения со стороны Ирана. Тем временем Трамп их, конечно же, подгоняет, чтобы они не думали, что у них много времени. Вчера Трамп выложил вот такой пост, где написал, что самый большой мост в Иране был разрушен, и он предупредил о новых ударах. Он говорит, что Иран должен заключить сделку, пока не поздно. И да, это можно назвать той самой финальной операцией назад в каменный век. Поэтому, друзья, итог такой. В ближайшие 2-3 недели США, скорее всего, продолжат удары по Ирану, чтобы дожать их до сделки. Да, в прошлом ролике я уже говорил, что для Ирана это не бизнес, как для Трампа, а вопрос выживания. А когда у власти сидят радикалы, договориться с ними крайне сложно. Но несмотря на это, шансы на сделку все равно не нулевые. Иранские представители сами запрашивали прекращение огня и показывали готовность все закончить в обмен на гарантии. Плюс Иран прекрасно понимает, насколько важен Ормузский пролив. И сейчас явно хочет выжать себе максимальные условия. Поэтому есть высокая вероятность, что Тегеран будет пытаться требовать дополнительные деньги за то, чтобы танкеры могли спокойно вывозить нефть. Последняя ориентировочная цифра это около $2 миллионов за одно судно. Но даже если вопрос будет касаться денег, то эта сумма будет гораздо меньше. Да, это дополнительные издержки для нефтяного рынка, и именно поэтому рынки могут продолжать закладывать нефть в районе плюс-минус $100. Для мировой экономики это, конечно же, неприятно, но пока не критично. И уж тем более это не выглядит как фактор полноценного глобального энергетического кризиса. После завершения этой операции мир начнет адаптироваться к новым условиям, как это происходило уже очень много раз раньше. Но самое главное, если данный этап реально заканчивается сделкой или хотя бы стабилизацией, то вероятность новой серьезной эскалации заметно снижается. И в принципе об этом прямо говорит Трамп. Да, у него мнение меняется каждый день, но как по мне сейчас его риторика именно такая. А это уже автоматически уменьшает давление на рынке. Поэтому нам, друзья, остается только за всем этим следить и ждать более конкретные результаты. А прежде чем мы продолжим, хочу сделать небольшую паузу. Иногда на трейдинг просто не хватает времени. Постоянно сидеть у графиков, следить за рынком, искать точки входа и при этом еще оставаться спокойным – задача не из простых. Плюс в торговле очень много зависит от настроения. Где-то поспешил, где-то зашел на эмоциях, где-то наоборот упустил момент. И вот как раз таки в таких ситуациях сервис Arcanum Pulse помогает автоматизировать торговлю. И если говорить просто, Arcanum Pulse – это бот для Bybit, который создан для автоматического анализа рынка и поиска точек входа и выхода на основе исторических данных, тестирования стратегий и реальной торговли. Главный плюс в том, что часть сложной работы по сути выполняет за вас запрограммированный алгоритм. Команда Arcanum делает упор не только на саму торговлю, но и на безопасность. Ваши средства остаются на субаккаунте пользователя Bybit. Бот получает только права на торговлю через API и не имеет доступа к выводу средств. Плюс у пользователя остается контроль над депозитом, возможность остановить бота в любой момент и следить за сделками в реальном времени. Отдельно стоит отметить и сам подход проекта. Работать можно без плеча, зарабатывать даже в боковике и на медвежьем рынке, а еще есть встроенные инструменты аналитики, а также функция Extra Earning Mode для неиспользуемого депозита. Внутри сервиса есть headmap, индекс страха и жадности, риск покупки, выбор монет и гибкие настройки бота, чтобы пользователь видел полноценную систему работы с рынком. Также проект использует понятную модель комиссий. 30% берется только с прибыльных сделок, а новые пользователи получают бонус $5 на комиссионный счет для первого теста функционала. При этом на сайте отдельно указано, что сам бот и его инструменты бесплатные, а комиссия списывается именно с успешных сделок. Это делает модель понятной и прозрачной. Поэтому Arcanum Pulse поможет вам автоматизировать торговлю и упростить подход к рынку с помощью созданного алгоритма. Все ссылки оставляю в описании под видео. Перед использованием обязательно все самостоятельно изучите, ознакомьтесь с условиями, а я возвращаюсь к нашему ролику.
Что ж, теперь давайте перейдем к влиянию на рынок. И здесь я бы хотел разобрать последние экономические данные, которые мы получили на этой неделе. И это данные PMI. Отчет за март вышел на уровне 52,7% против прогноза 52,5%. В апреле было 52,6%, в феврале 52,4%, то есть уже третий месяц подряд выше отметки 52%. И лучший уровень с августа 2022 года. Формально это говорит о том, что промышленность США остается в фазе роста. Но внутри отчета не все так идеально. Новые заказы составляли 53,5%, производство 55,1%, а занятость в промышленности при этом остается ниже 50%, на уровне 48,7%. Плюс индекс цен подскочил до уровня 78,3%. Это максимальный уровень с июня 2022 года. Да, в 2020 году похожая картина по PMI реально совпала с сильным рыночным импульсом, но тогда ставка ФРС была около нуля, а сейчас она находится выше. И это огромная разница, потому что тогда рынок жил на почти бесплатных деньгах, а сейчас на все еще довольно жесткой денежной политике. Плюс к этому удар на фоне войны в Иране и само собой скачок нефти более чем на 50%. То есть если не анализировать данный отчет, кажется, что сценарий с 2020 годом может повториться, ведь экономика разгоняется. Но говорить о сильном росте экономики пока рано, потому что последние данные по ВВП показали значение 0,7, а это совсем низкие цифры. То есть экономика остается стабильной, но при этом не входит в фазу активного роста. И самым главным фактором выступает, конечно же, нефть. Между ценами на нефть в США и потребительской инфляцией в США есть очень сильная корреляция. И если, например, нефть WTI уже торгуется выше уровня $112 за 1 баррель, то прямой сигнал, что в ближайшие месяцы инфляция может снова пойти вверх. Если такие цены на нефть удерживаются хотя бы до апреля, то ИПЦ в США вполне может потянуться выше уровня 3% и дойти даже до диапазона 3,5%. А дальше запускается знакомая нам цепочка, которую мы с вами уже не один раз разбирали. Дорогая нефть бьет по логистике, производству, транспорту и в итоге учитывается в ценах почти по всей экономике. Для обычного человека это очень плохая новость, потому что деньги теряют свою покупательную способность, и инфляция в США растет. То есть даже после окончания войны прямым последствием станет именно инфляция. Именно инфляция выступает главным фактором того, что ФРС не будет снижать ставки на протяжении всего этого года, потому что вероятности по текущим данным очень и очень низкие. Конечно, свой более подробный прогноз касательно ставки ФРС я озвучу уже в будущих видео, когда мы получим свежие данные по инфляции, это будет 10 апреля, это не будет учитывать рост нефти, тем не менее это поможет нам оценить последний рост инфляции, который был за последние пару месяцев. Но если рассматривать влияние последних новостей на биткоин, то оно остается очень-очень сильным, потому что как только нефть начинает расти, биткоин тут же идет вниз. И это мы видели, как было в последние пару дней. И самая проблема сейчас не только в самой цене, а в общем структуре рынка, потому что по свежему отчету CoinGlass биткоин остается в диапазоне 60-70 тысяч, а над ценой висит очень плотная зона предложения, около уровня 80 тысяч и 126 тысяч долларов. Это означает, что выше рынка сидит огромный объем монет, купленных гораздо дороже, и каждый более-менее сильный рост упирается в продавцов, которые хотят просто выйти в ноль или сократить свой убыток. Более того, Glassnode прямо пишет, что объем предложения в убытке сейчас находится около 8,4 миллиона биткоинов, и это по структуре очень похоже на второй квартал 2022 года, когда рынку понадобилось перераспределить около 3 миллионов биткоинов, прежде чем он смог построить нормальное движение. В отчетах эта цифра оценивается уже почти 44% циркулирующего предложения, и это уже очень сильная просадка рынка. Отдельно важно посмотреть на поведение долгосрочных холдеров. Это не розница, которая вчера зашла и сегодня вышла, а те люди и фонды, которые держат монеты более 155 дней. Так вот, по данным Glassnode, их реализованные убытки выросли примерно до 200 миллионов долларов. Проще говоря, даже сильные руки начали сдавать свои позиции. Конечно, продаж пока нет, но давление на крупных холдеров все равно остается. И аналитики Glassnode сами пишут, что более убедительный сигнал истощения продавцов появляется только тогда, когда этот показатель остается ниже уровня 25 миллионов долларов в день. То есть частичные продажи уже идут, но финального очищения рынок, похоже, пока еще не прошел. Далее давайте посмотрим на один интересный момент. На спот. Ведь спрос по споту все еще слабый. В отчете CryptoQuant указано, что общий спотовый спрос по биткоину остается в глубокой фазе сжатия, а 30-дневный показатель AD к концу марта был отрицательным, примерно на уровне 63 тысячи биткоинов. Простым языком это означает, что новый спрос сейчас не перекрывает предложение, которое выходит на рынок через майнинг, через продажи и существующих холдеров. Плюс к этому индекс Coinbase Premium снова ушел в минус. А это очень важно, потому что он показывает, что американские покупатели пока не вернулись на рынок в крупном объеме, как это было ранее. И вот пока этой американской спотовой поддержки нет, любой рост легко превращается не в начало тренда, а обычный отскок внутри текущего слабого рынка. Но подождите, а как же ETF? Ведь они снова начали покупать. Да, это правда, и здесь есть важный нюанс. По итогам марта спотовые биткоин ETF показали приток около 1,3 миллиарда долларов. Это первый положительный месяц октября 2025 года. Но если проанализировать более подробно, то мы увидим немного другую ситуацию. Во-первых,
Во-первых, весь первый квартал этого года они все равно закрыли примерно с минусом в $500 миллиарда. Во-вторых, уже 1 апреля, по последним данным, дневной отток составил $173 миллиона, после плюса примерно на $117,5 миллионов. То есть деньги заходят не стабильно, а такими рывками. В-третьих, средняя цена входа инвесторов в американский спотовый ETF сейчас находится около уровня $83 тысячи, а это примерно на 20% выше текущей цены биткоина. И получается так, что даже институциональный сектор, который многие считают умными деньгами, сейчас тоже сидит в минусе. И если цена не начнет закрепляться выше, то данный сектор рынка перестает быть сильной поддержкой. Но если подытожить текущую метрику, то сейчас биткоин зажат с двух сторон. С одной стороны, у нас уже очень сильное давление нереализованных убытков, где миллионы монет находятся в минусе, а с другой стороны нет нового живого спотового спроса, который способен быстро эту массу предложения переварить. То есть структура рынка остается хрупкой, а при слабой ликвидности движение обратно к уровню 60 тысяч остается вполне реальным сценарием, как я говорил в прошлом ролике. То есть рынок уже недалеко от зоны, где может начать формироваться определенный локальный фундамент. И если сейчас посмотреть на движение его цены, то оно остается в рамках этого восходящего торгового канала. Как мы видим, биткоин еще раз протестировал эту восходящую линию, с самого канала он не вышел и вернулся немного выше. Конечно же, если бы не было давления новостей, то можно было бы ожидать, что биткоин проведет консолидацию и начнет подниматься выше к уровню сопротивления, который находится на вот этой линии. Но давайте учитывать, что в ближайшие 2-3 недели, как сказал Трамп, мы будем видеть сильные удары по Ирану, которые наверняка будут давить на цены нефти. И если вопрос с проливом не решат, то диапазон $110-120 за баррель уже станет гарантированным. Поэтому если говорить о движении биткоина на ближайшие пару недель, то ему крайне важно зафиксировать текущую восходящую линию тренда в качестве поддержки. Сегодня пятница и мы идем на выходные, поэтому, как всегда, волатильность биткоина будет слабая, в ближайшие пару дней будет консолидация, и если после выходных биткоин закроется выше данной линии, а в понедельник мы не увидим резкого скачка нефти, то это потенциально сможет привести к локальному движению биткоина к уровню 70 тысяч и закреплению цены выше этого уровня. Поэтому, в принципе, можно даже рассмотреть небольшие лонги от этого уровня. Но выход из этого диапазона и переворот уровня 65 тысяч в сопротивление, конечно же, аннулирует восходящий прогноз, который возможен только в случае скачка нефти. Более широкий прогноз на месяц я уже озвучил в прошлом видео, если кто не видел, посмотрите. Но если говорить о локальном движении, то оно, конечно же, будет находиться в рамках этого диапазона и вот этой локальной восходящей структуры. Поэтому лично я буду следить за нефтью, за движением акций, само собой за заявлениями Трампа, а чтобы вы это все не искали, вся эта информация будет публиковаться у меня в телеграм-канале. Поэтому проверьте подписку, если еще не подписаны, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на YouTube канал. Вам, друзья, желаю хороших выходных, до скорых встреч!